Здравствуйте, дорогие друзья! Я приветствую вас на канале «Жизнь после жизни есть, я знаю», который посвящен доказательствам жизни после смерти и устройству потустороннего мира, куда каждый из нас попадает по завершении своего земного пути, где и воссоединяется с ранее усопшими родными и любимыми и продолжает бесконечное путешествие по нашей прекрасной и удивительной вселенной. Ваши вопросы вы можете задать мне после лекции в нашей приватной группе в Телеграме. Ссылка в описании, а пока начнем. И сегодня мы поговорим об устройстве души. Дабы дорогой зритель и слушатель понимал механизм и механику описываемых в наших лекциях процессов, связанных с продолжением жизни после смерти тела, необходимо объяснить ему, за счет чего это происходит и благодаря чему получается. А получается это благодаря нашей естественной и истинной природе, кое, как уже говорилось ранее, представляет собою не сгусток серой материи, называющейся мозгом, который заперт в тесной черепной коробке и живет в среднем 60-80 земных лет, затем погружаясь в небытие, но удивительное, бессмертное и могущественное духовное создание, или как его еще именуют, душу. В связи с укоренившимися на Земле религиозными стереотипами принято считать, что душа – это однокомпонентная структура, которая сидит внутри тела, словно матрешка в другой матрешке. После смерти тела она якобы выходит из него и отправляется на страшный суд Божий, затем мытарствует, испытывает разнообразные испытания, страхи и ужасы, пока небесными силами не принимается решение о ее постоянном размещении в аду или в раю. В реальности все обстоит не так. И собрав по кусочкам информацию, имеющуюся в обобщенном массиве данных о жизни после смерти, ссылки на которую мы дали вам в любой нашей книге «Жизнь после жизни есть, я знаю» и в нашем телеграм-канале, объединив эту информацию в целую картину, примерно мы можем увидеть контуры настоящей истины. Душа – это вечная космическая информационная сущность, сотворенная тем же, кто сотворил и всю остальную вселенную, в которой всем нам выпала честь существовать и проходить наши захватывающие приключения. Каждый обладает такой бессмертной душою. Мы, наши родные, любимые и близкие, наши друзья и вовсе незнакомые нам люди, животные, птицы, насекомые, растения, грибы и все остальные. Душа постоянно проживает в области Вселенной, которую люди именуют тонким или потусторонним миром. Если выражаться корректнее, это область, в которой атомы материи более разрежены по сравнению с земными. Вселенная распространяется вокруг нас не только вширь, по пространству и времени, но и вглубь, по четвертому, пятому, шестому и следующим измерениям. Вообще же, природа мироздания имеет информационный характер. Все вокруг – это не материя, не камни и не материальные элементы, а информация, нули и единички. Своеобразный программный код, созданный верховным программистом, невероятно далеко ушедший вперед в своем развитии душой, которую люди называют Богом. Его душа при этом имеет то же самое строение, что и ваша душа, мой дорогой друг. Это чистое сознание, включающее в себя огромное количество информации, знаний и опыта. В случае Бога это количество значительно больше, чем у любого из нас, почти бесконечно, но устройство то же самое. И когда религиозные книги говорят нам о том, что мы созданы по образу и подобию Его,
это не касается лишь внешности. В первую очередь, это означает именно то, что наши души устроены точно так же, как и его душа. Чтобы вам было легче осознать таковое устройство жизни во Вселенной, представьте себе свою душу как ярко горящую звезду, от которой в разные стороны отходят лучи света. Эти лучи света отправляются далеко в космос, в разные галактики и на разные планеты. Достигают плотные биологические тела живых существ, проживающих на этих планетах, и воплощаются в них духами. Каждый луч вашей души – это такой дух, личность или персонаж, проводящий определенное время в том или ином биологическом теле, в том или ином мире с теми или иными целями, которые ваша душа, то есть вы, поставили перед собою. В данный момент вы живете жизнью своего нынешнего персонажа духа. Другой луч вашей души – это персонаж, живущий на другой планете. Третий – в другой галактике. Четвертый – в другом времени. И так далее. При этом и нынешний персонаж, и другие персонажи, все лучи, исходящие из вашей души, и сама душа – это не какие-то чужие вам сущности. Все это тоже вы, одновременно. Однако сейчас вам трудно это осознать, поскольку ваш фокус внимания сосредоточен на вашем нынешнем персонаже, и вам кажется, что кроме него больше никого нет. Но это заблуждение. Истинные вы – это многомерная душа, включающая в себя всех персонажей и личностей, которые только были созданы ею на протяжении всего ее существования. И все они живут вечно, как и сама душа. Как могут одновременно быть разные отдельные персонажи, входящие в состав чего-то большего, и при этом составлять с этим единство? Посмотрите на свою ладонь. Ваши пальцы являются независимыми и отдельными организмами. Каждый из них ощущает отдельно от других и может иметь свою историю, свои царапины и раны. Но все пальцы входят в вашу руку, которая в свою очередь входит в тело. Вот примерно так же все обстоит и с душой. Вы можете убедиться в этом, обратив внимание на свои сны, в которых вы часто бываете другими персонажами, но при этом все еще остаетесь собою, чье тело в этот момент отдыхает в постели. Так это и работает. Для чего нужно такое сложное и непонятное устройство, спросите вы. На самом деле ничего сложного нет, все очень просто. Нужно все это для прогресса всего сущего, для его движения вперед, которое организуют частички, из которых оно состоит. Эти частички и есть души. На протяжении жизни они наполняются информацией, становятся лучше, добрее и величественнее. Они движутся вперед, и вместе с ними вперед движется вся Вселенная. Существует стереотип, что души имеют возраст. Старая душа якобы умная и развитая, а молодая душа глупая и неосознанная. Это тоже заблуждение. Возраста у душ нет, поскольку все они, наряду со всем остальным, что существует в мироздании, были сотворены в момент его начала, в момент, который ученые называют Большим Взрывом. Каждая душа, а значит и каждый отправленный ею в плотный мир дух, имеют свою информационную емкость, но не возраст. Чем больше информации внутри того или иного духа, той или иной души, тем эта емкость больше. И тем этот дух и эта душа осознаннее, добрее, тем лучше они умеют любить, творить прекрасное,
и употреблять свои таланты на благо всех проживающих рядом. И снова, чтобы вам было проще это понять, вообразите, что души – это флешки. Все они разные, словно ассортимент магазина электроники на его полке. Какие-то флешки на этой полке имеют объем 100 мегабайт, какие-то 200, какие-то гигабайт, а какие-то 10 терабайт. У каждой души своя информационная емкость и свой объем информации, которую она может в эту емкость вместить. Именно поэтому и все люди разные. Кто-то с рождения показывает себя суперспособным, талантливым и стремящимся ввысь. А кто-то становится алкоголиком или наркоманом и спускает свою жизнь в унитаз. Кто-то может осознать, что недопустимо воровать, убивать других живых существ или абьюзить своих жен, а кто-то на это пока не способен. Просто не способен и все. Как ни объясняй и не пытайся донести, он все равно не поймет. «А чего это? Все же воруют, так почему я не могу?» Раз за разом с непонимающим лицом будет спрашивать он и продолжать воровать. Так происходит именно в силу информационной емкости души и каждого ее персонажа духа. Если флешка имеет объем 100 мегабайт, а файл, например, отказа от насилия, весит 200, такая флешка просто не может его вместить, обработать и понять. Записать такой файл на нее не получится. Всегда будет выдаваться сообщение об ошибке. Сначала этой флешке предстоит увеличить свою информационную емкость до необходимой, и только затем она сможет вместить и осознать эту информацию, отказаться от насилия и уяснить важность безусловной любви, добра и света, ценностей, на которых стоит все сущее и к которым оно все время неизбывно и безостановочно стремится. Теперь вы знаете, как устроена ваша душа, благодаря чему возможен и чем обусловлен феномен, называемый жизнью после смерти, и мы можем двигаться далее. Ну а на сегодня это все, дорогие друзья. Если вам нравится наша работа, пожалуйста, поддержите нас донатом по ссылке в описании видео. Благодаря вашей поддержке мы издаем наши книги, а распространяемые нами знания остаются бесплатными для всех. Большое вам спасибо! Дополнительную интересную и полезную информацию за пределами лекций, ответы на ваши вопросы о жизни после смерти и наш приватный чат, в котором я бываю регулярно, вы найдете в нашем телеграм-канале. Ссылка на него, как всегда, в описании видео и на экране. Добро пожаловать! Встречаемся на следующей лекции здесь же, на нашем YouTube-канале. А пока всего вам самого лучшего, волшебного и замечательного.